Всем привет! Сегодня я вам расскажу про обновление паразитов и дополнение от ноукуба в моде Escape and Run Parasites. Для начала советую посетить мой канал и посмотреть там прошлое видео, чтобы понимать, про что я вообще говорю, а имея в виду про видео про паразитов. Так, начнем с обновления. Теперь многие ассимилированные мобы больше не смогут нырять под воду. Теперь у эндермена есть кулдаун на телепорт. Броне и оружию поменяли текстурки. Изменена текстура Баглина, изменена текстура Раба. И еще теперь после 8 стадии смогут появляться древние паразиты. Но на этом все. Теперь перейдем к дополнению от ноукуба. Паразит с Combat Add-on. Дополнение добавляет много различных материалов, из которых крафтится броня и оружие. Скрученные волокна. Это новый вид материала. Он не добывается в шахте. Его нужно крафтить из внутренностей руптора, чернильного мешка и нитки. Из волокна крафтится броня, она дает буст к скорости и она дает защиту, которая лучше, чем у железной брони. Также присутствует оружие, это кинжал, колотушка, которая откидывает паразитов, боевой топор и лук. И вы удивитесь, оно крафтится из волокна. Чумной кусок. Он крафтится из зараженной плоти или зараженного сердца, железного слитка и кожи. Из этого куска крафтится броня, которая уже дает скорость 2 и по защите как алмазная. Оружие это нож, сюрикены, коса и лук. Кстати, для крафта нужна необработанная полуорганическая сталь, которая крафтится из 4 чумных куска и 5 железа. И потом переплавить в печке надо. Кусок запекшейся крови. Новый материал. Крафтится из зараженного сердца или токсичного легкого или измененные усики. Гнилая плоть и кость. Из данного материала крафтится броня, которая дает неизвестно. Я ее тестил и ничего естественного не нашел в ней. Но она лучше алмазной. Также присутствует оружие. Это рапира, топорик, бомбы или граната и лук. Бронированная чешуя, тоже материал, крафтится из фрагмента брони длиннорукого, обсидиана и кремния. Броня из этого материала дает ничего, но защита очень хороша. Из чешуи крафтится оружие, это меч, топор, тентакли, подобные косы, и также можно сделать необычные мечи, которые будут давать разные эффекты. А про эти мечи не буду рассказывать, лучше зайдите и сами протестируйте. Живой фрагмент. Для его крафта нужно ядро призывателя или ядро исчезателя. И любой материал, который я перечислю: кость желтоглаза, фрагмент брони длиннорукого, клык зловония. Из этого фрагмента крафтится броня, у которой очень сильная защита. Также нужно для крафта подобные косы и самого сильного меча на 32 урона. Броня, которая крафтится из живых фрагментов, можно улучшить с помощью ядра дредноуда или ядра повелителя. Эти ядра падают с древних паразитов. Эволюционированная броня крафтится из ядра дредноуда, дает скорость 2 при беге, урон от падения больше не страшен. Эволюционированное оружие. Нож, боевой топор, серп и лук. Адаптированная броня. Крафтится из ядер повелителя. Бафы неизвестны, но она довольно сильна, но слабее, чем эволюционированная броня. В моде еще есть огнемет. Его крафт состоит из вала, топливного бака, механизма, захвата и воспламенителя. Всего есть 3 огнемета. Первый это плазменный, второй огненный, третий мусовыжигательный. Ну на этом все. Пожалуйста, посмотрите мои прошлые видео про паразитов и советы. Всем пока!